Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. И сегодня мы с вами рассмотрим еще одну интересную сборку из времен 2000-х годов. И называется она Windows XP Зверь. Самая первая версия Зверя вышла в 2007 году. И в этом ролике мы с вами ее и рассмотрим. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек с лимончиком и погнали! Будет очень интересно! Итак, мы с вами видим загрузочное меню вот этой самой сборки. У нас тут есть только всего 4 варианта. Загрузить с жесткого диска, установить систему и загрузить 4 Acronix. Здесь только автоматический режим установки, поэтому мы соглашаемся с этим автоматическим режимом. Хочу еще сказать насчет этой сборки. Она основана на Windows XP SPC2. SPC3 он вышел немного позднее, чем вот эта сборка, поэтому здесь мы будем смотреть на моем канале, то есть в этом видео, XP SPC2. То есть это второй сервис-пак, который вышел как раз в 2006 или 2007 году, как говорится. Но, как обычно, тут у нас текстовый этап установки, который не менялся, скажем так, с каждой сборкой Зверя. Он во всех сборках XP абсолютно одинаковый, но в зависимости от языка, конечно. Я целиком показывать этот этап установки я не буду, чтобы не затягивать сильно видеохронометраж. Тут ничего прям интересного вы сейчас не увидите. Это, можно сказать, стандартный этап установки, типа выбор жесткого диска, создание на нем раздела, форматирование жесткого диска и так далее и тому подобное. Что хочется сказать еще про эту сборку. Эта сборка как раз стала самой первой и мега успешной сборкой за всю историю данных сборок Windows. Самый первый успех набрала как раз Зверь Windows XP, а потом уже вышел тогда чип Windows XP. Обзор, кстати, самой первой версии чипа 2009.01 вы можете на канале у меня посмотреть. У меня есть уже данный ролик, я его делал, наверное, 2 дня назад, получается. Там я тоже подробно вам показал эту сборку. И в этой сборке я тоже покажу много чего интересного. Обязательно досматривайте видео до конца, чтобы ничего самого интересного не пропустить. Я надеюсь, вам этот ролик также понравится. И я надеюсь, что вам нравятся ролики на вот такую вот тематику, на компьютерную тематику. Очень на это надеюсь. Ладно, пока процесс копирования файлов будет идти, я запись остановлю. И возобновлю запись, когда уже мы будем подходить к этапу загрузки операционной системы. Итак, мы уже подходим к этапу загрузки системы. У Зверя в самых первых версиях был вот такой красивый загрузчик. Надпись Windows XP, логотип Vista сверху и еще внизу что-то еще было. Там Microsoft Copyright, Microsoft Corporation. Так, здесь нам уже сразу предлагают установить пакет драйверов. Мы не будем устанавливать пакет драйверов, потому что это виртуальная машина. И на виртуальную машину мы установим VMware Tools, как говорится. Это вот и есть виртуальный драйвер. Вот такой красивый графический этап установки Зверь. Кстати, была такая в Звере тема, которая имела такую же обойну, только она немножко по-другому выглядела в более уже современных версиях Зверя, можно так сказать. Рекламные сообщения, скажем так, они остались здесь полностью от оригинальной XP. И логотип здесь Windows XP. Там логотип Windows. И, кстати, курсор немножко поменялся. Здесь курсор Windows Aero. В первой версии Зверя так было. А в Звере, начиная с 2009 года, как раз был стандартный курсор Windows XP. И уже вот этого курсора по умолчанию вместо обычного не было, как говорится. Ладно, мы с вами дождемся окончания установки. Я сейчас запись прерву пока. А когда появится что-то интересное в процессе установки системы, я обязательно запись возобновлю. Итак, друзья, сейчас на данный момент идет регистрация компонентов. Чуть-чуть будет долгий процесс, потому что помимо компонентов самой системы будут еще устанавливаться дополнения разные по типу DirectX, Microsoft Framework. Еще будут устанавливаться там прочие, можно сказать, приблуды к данной сборке. Поэтому чуть-чуть процесс установки будет затянут. Но тем не менее, пока происходит только это. Вот, как видите, уже CMD появилась, здесь появилась распаковка файлов. Так, SPTD драйвер пошел устанавливаться. Теперь устанавливается
Судя по значку, это проигрыватель Windows Media 11. Самый красивый плеер, но в то время почему-то его многие не любили. По одной простой причине, то что он много жрал памяти. Такое, к сожалению, было и с Винампом, какой-то старой версии, но тем не менее. Ладно, пока вся эта установка компонентов продолжается, я пока запись приостановлю, а потом возобновлю, когда уже появится что-то еще интересное. А может быть, я возобновлю записи уже после окончания данного этапа установки системы. Итак, графический этап установки системы уже завершился успешно. Вновь красивый загрузочный экран, появляется курсор из Windows Aero, чуть-чуть напоминает стандартный курсор, и появляется стандартная плашка Microsoft Windows XP, то есть старая добрая плашка, подождите, пожалуйста. Она почти не меняется, но в некоторых сборках, например в чипе, она заменена. Посередине, например, был логотип Vista, а бывало еще так, что здесь просто логотип Vista и слово «пожалуйста, подождите». А вот копирайт компании Microsoft убран был. Кстати, такое реально есть в чипе и в экстриме, по-моему, был. Такс. Что-то, по-моему, звук, да, не прошел. Но хотя на звуковую карту драйвер стал автоматически. Если что, обновленный драйвер я установлю обязательно через VMware Tools. Надеюсь, вы услышали легендарный звук приветствия. Красивый, ребята, экран приветствия. Это первоначальный вариант экрана приветствия Windows XP Зверь. В более поздних версиях Зверя, начиная с 2009 года, по-моему, он уже будет заменен здесь. А вот и появился VPI. Кстати, сам VPI, он тоже менялся с различными сборками. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Вот они, все вот эти вот программки. Давайте, как все по умолчанию будет, начать установку. И давайте подождем, пока все эти программы установятся. О, господи, уже плеер запустился. О, да, я помню те времена, когда сама программа запускалась, и активатор автоматически за тебя все делал. Я это помню очень хорошо, если честно. Ладно, подождем, пока закончится вот эта установка программного обеспечения. Она будет, наверное, долгой, потому что программ достаточно немало, но здесь много чего интересного. Можете на паузу видео поставить даже и вот почитать, что тут написано, если есть желание. Ладно, ждем окончания установки программы. Кстати, еще за кадром я обязательно установлю пакет драйверов VMware Tools. Вот так вот выглядит рабочий стол после установки всех приложений. За кадром я еще установил пакет драйверов VMware Tools, чтобы корректно работала производительность виртуальной машины. И перед нами, скажем так, рабочий стол, ребята, 2007 года. Красивая обоина на рабочем столе, безмятежность. Только, правда, к самой обоине добавили вот такое вот, можно сказать, море. Ну, вообще-то это речка, но тем не менее. Посмотрим сначала свойства системы. Что у нас там в свойствах системы показывается? Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2, версия 2002. Это Service Pack, ребята, 2, как я уже в начале видео говорил. Здесь CD версия 7.10.3. Мой процессор моего ноутбука. Так, частота. В общем, процессор мой определился корректно. Список установленных обновлений в систему и что это за операционная система и когда она была установлена. Так, и также вот эта вот знаменитая коробка. Коробка Windows Vista, вот такая красивая черная. Такая же есть и в сборках чипов. Да, по-моему, не только. Так, что у нас по панели управления? Панель управления как панель управления. Ничего, в принципе, лишнего, только некоторые дополнительные аплеты. Например, программа L-Clock, которая вот такие часы позволяет нам сделать. Программа, позволяющая сразу перезагрузить компьютер в нужный нам режим, безопасный либо обычный. Управление службами Windows. Это я не знаю, что это за программа. И пройдемся теперь мы по программам. Давайте начнем с браузеров. Сейчас на данный момент в системе установлено 4 браузера. Это Ishak, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Maxton и Opera. Начнем с Opera. Opera AES это какая-то сборка. Так, не будем делать по умолчанию, начать с домашней страницы, запуск. И как мы видим, Opera пытается открыть какой-то сайт, но что-то вижу, сайт не работает. Наверное, протоколы новые. Так, с версией Opera 9.23. Так, наверное, современные сайты, как вы уже, наверное, могли понять, она, конечно, вряд ли уже откроет. Но Google она, к примеру, открывает. Здесь и даже кнопка «Войти» корректно отображается.
Попробуем что-нибудь поискать, например, поищем, например, Telegram. Например, попробуем открыть веб-версию Телеграма. Не получилось. О, даже поиск срабатывал. Так, рукопожатие не удалось осуществить. Да, вот этот сервер браузера не принимает протоколы SSL и TLC. Поэтому мы не зайдем ни на какие сайты, мы даже, наверное, не зайдем в Википедию, да, мы даже в нее не зайдем, не зайдем тоже, потому что протокол HTTPS, точнее HTTPS, HTTPS, вот так. Так, выходим из оперы и смотрим следующий браузер, это Maxstorm 2. И тоже неплохой известный браузер. Так, пробуем загрузить сайт зверя. Сайт зверя грузиться не хочет. Потому что протокол уже менялся у этого сайта. Посмотрим, что у нас будет с порталом ozone.net. Ozone.net он прекрасно открывает. То есть мы можем уже спокойно на этом форуме сидеть. Это, кстати, известный ресурс. Если кто помнит, обязательно напишите об этом в комментарии. Или в чате. Если вы смотрите это видео в режиме премьеры. Так, дальше. Известные ребята портал. Самый известный портал, откуда мы с вами всегда качали торренты. Олды этого портала, напишите, как он сейчас называется. Думаю, по вот этому названию вы уже поймали ностальгическую слезу. Зверь CD, этот сайт этот не работает, потому что протоколы доменное имя поменялся. Какой-то сатовик. А, это каталог сотовых, ребята, телефонов, понятненько. Rubaut Black, это компьютерный портал небольшой тоже, как Ozone, только здесь уже и форумы, и тут много чего интересного. Это он, кстати, до сих пор живет и будет жить. Так, 4 ПДА. Не работает 4 ПДА, потому что, сами знаете, по какой причине, он ограничен на территории России. Ладно, посмотрим следующий браузер, это Mozilla Firefox. Посмотрим Mozilla. Так, нет, пока не будем. Он сайт какой-то попытался открыть, но что-то не получилось. Так, попробуем открыть начальную страницу. Или это она есть? Ну вот, смотрите, начальную страницу он открывает, в принципе, нормально. Даже скриншоты загрузились, но только некоторые JavaScript полетели, конечно. Это уже известно. Вот так вот сайт работает. Но сами поймите, это версия, какая у нас тут версия? 2.0.0.7. Версия, старенькая версия. Так, дополнений, как я понял, нету никаких. Да, это чистая оригинальная версия Mozilla Firefox. Так, давайте поищем Telegram. Telegram, ну, например... Нет, не получилось. Firefox не хочет открывать. А поиск вообще работает в системе? В системе, в браузере. Ну, вижу, нет, так не срабатывает. Стоп, надо было вот сюда мне написать. То сам поиск, наверное, работает. Давайте поищем. Собираюсь покинуть условную страницу. Понятно, да, я понял. Так, принимаем сертификат этот. Вот Google поиск выглядит вот так вот. На Википедию мы, наверное, не зайдем. Нет, не зайдем, к сожалению. Тоже не зайдем. Нет, старый браузер вообще не позволяет открыть сайты с протоколами SSL, LTC, ну и, естественно, HTTPS. Все понятненько. Закрываем браузер и идем дальше лазить по софту. Вот эта программка называется UriArt GIF Animator, позволяет нам создавать гифки. Ребята, реально. В те времена создавали гифки. Вот мастер анимации попробуем запустить. Вот мастер анимации тут есть, типа добавьте изображение, картинку. Так, правда, что-то программа улетает в ошибку, наверное, из-за видеокарты, потому что это виртуальная машина, и здесь виртуальный видеоадаптер. По умолчанию работает. PyStone Image Verif — это программа, позволяющая просматривать вам картинки. Картинки, как говорится. Программа эта, насколько я помню, она всегда была бесплатной, позволяет просматривать различные картинки. Как говорится, вот они показывают две картинки, это логотип операционной системы Microsoft Windows XP, System 32, еще интересные есть папки, тут вот это OEM лого, картинка установщика системы.
Так, последняя версия 3.2, программа сейчас на данный момент развивается и до сих пор имеет широкое использование в наше время. Download Master — отличная программа за различного скачивания, а точнее скачивания файлов с интернета. Версия 5.5.1, года 2007, скорее всего. Что еще можно сказать про эту программу? Позволяет скачивать файлы с интернета. Но на данный момент популярность этой программы убила другая программа, Internet Download Manager, которая вышла гораздо позже. Так, Total Commander — известный файловый менеджер. Его многие из вас, скорее всего, 100% знают. Или встречали такую программу. Версия 7.02 2007 года. Сборка от samlab.vs. The Bat — это известная почта. Ну, точнее, почтовый клиент. Так, вы должны восстановить. Да, но тут надо добавлять ящик и так далее и тому подобное. В общем, те, кто эту программу, вы и так прекрасно знаете. Everest. Ныне называемая AIDA64. Моя любимая программка, позволяющая просматривать информацию о вашем компьютере. Но, правда, мы не посмотрим, потому что закончился тут ключик. Увы и ах. Так, вот это какая-то незнакомая мне программа. Aostic диск Defect, вы эту программу знаете, это, наверное, знаете. Это дефрагментация диска. SoCAD Personal 4.1 это программа, работающая как переводчик и словарь. Типа прямой конкурент, или сказать правильнее, альтернатива IBB Yarn. Вот так, по-моему, компания называется. У них тоже есть программы, продукты, позволяющие использовать словари там и так далее. Так, старый добрый ребята Winamp. Старый ребята добрый Winamp. Winamp. Я очень любил этот проигрыватель, я впервые использовал именно его, но сейчас я ныне перешел на AIMP. AIMP, к сожалению, в этой сборке нету, потому что AIMP, он как раз вышел в 2008-2009, как раз уже в эпоху чипа. Но, тем не менее, вот она, старая добрая. Тут версия, я вижу, 5.5 стоит версия, серьезно, уже 5.5 стоит? Ой, подождите, это справка. О, открывается сразу Internet Explorer. Версии, наверное, 7, скорее всего, либо 8. Так, как же посмотреть о программе? Нам Pro. Так, детализация какая-то. Но проиграть мы вряд ли что сможем, потому что нету никакой песни. Но нам старый добрый Winamp. Что тут еще можно сказать? Закрываем Winamp, идем дальше. Nero 6. Nero 6 программа, позволяющая вам записывать различные CD и DVD диски. Может создавать CD с данными. DVD с данными, загружаемые диски на EFI, UDF CD, Gibert CD, CD Extra, Audio CD и много чего другого можно делать. Мои любимые версии программы это с 6 по 9-10 версии. С полным набором всех программ. Так, здесь можно переключаться между простым и экспертными режимами. А также можно менять обложку. А также можно запускать программу под названием Nero Product Center, позволяющую посмотреть, какая программа сейчас установлена. Установленная версия 6.6.1.15, ребята. Самая последняя, 6-я версия программы Nero. Так, смотрим дальше. Lito Alloy — это программа, это проигрыватели видео и аудиофайлов. В свое время эта программа почему-то платная. Я не любил этот проигрыватель только по одной причине. За него нужно было платить. Я считаю, что платить за программу проигрывателя смысла никакого нет. Зачем платить за программу проигрывателя? Killite Codec Pack — это набор кодеков, вы его и так знаете. Есть легендарный Media Play Classic из него. Последняя версия, в этой сборке 6. На данный момент уже вышла, уже сейчас по-другому развивается этот Media Play Classic, но он до сих пор живет. И я сам им постоянно пользуюсь. Punto Switcher — программа, позволяющая переключать автоматически раскладку клавиатуры, если вы, например, написали английское слово русскими буквами или наоборот. Последняя версия программы датируется 2007 годом, скорее всего. Да, 2007 год, видите? Раньше программа разрабатывалась самостоятельно, ныне принадлежит компании Яндекс. Вот так вот.
Если вы вдруг этого не знали, вот вам интересный новость. Так, Unlocker, программа, позволяющая разблокировать файлы, которые заблокированы другими приложениями. Quip 2005. Quip 2005 это приложение, которое позволяет вам подключиться как в старые добрые времена в старую ICQ. Но в связи с тем, что в 2018 году Mail.ru, а также в 2009 году израильская компания, правообладатели программы, они меняли протокол. И поэтому с этого Quip зайти уже, увы, нереально. Но есть, конечно, некоторые ICQ сервера, которые позволяют все-таки с древних клиентов заходить в старую добрую ICQ, как когда-то очень много лет тому назад. Underi Plus, я не знаю, что это за программа. Unlocker я вам показал. WinRAR. Старая добрая программа. WinRAR. Последняя версия у нас 3.7.1, ребята. WinRAR разрабатывается тоже со времен Windows 9X. 1993 год. Пока еще не вышел 95. Windows. Также есть другие различные темы. Но здесь только тема по умолчанию. Едем дальше. 7zip, к сожалению, по-моему, не было в те времена, поэтому его здесь, увы, не было. В утилитах есть еще несколько полезных утилит. Это Fohit Read. Это программа, позволяющая просматривать PDF-файлы. Это 2.2 версия. Программа по-прежнему развивается и пользуется огромной популярностью среди пользователей, которые смотрят PDF-ки. Daemon Tools это известная программа по эмуляции CD 9 виртуальных приводов. Вспомните те времена, когда игры требовали наличия виртуального привода. Это простая версия Daemon Tools, у нее есть еще графический интерфейс, это уже с версии 5 появилось. Так, какая же версия у программы? 4.10, ребята, с установленным драйвером SPTD. Специальным драйвером, который позволяет работать с виртуальными приводами. А также есть программа Console 2. Это старая, ребята, консоль с большим многофункционалом. Помню эту программу. Последняя версия ее вышла как раз в 2007 году. 2.0.132. Позволяет запускать различные команды и стандарты команд строки Windows. Например, Winver. Да, вот видите, 5.1, сервис Pack 2. Также она позволяет открывать новые, ребята, вкладки. То есть мы можем сразу переключаться между командными строками. То есть в стандартной командной строке это невозможно, ребята. Вот такая была командная строка в 2000-е годы. А если быть точнее, в 2007 году, можно сказать. Так, Nero я вам показал, Firefox уже показал. Игры тут мало чего интересного. Стандартные тут игры. Здесь также есть программа PaintNet. PaintNet это бесплатный графический редактор, который рекомендуют все как бесплатную альтернативу легендарной программе Adobe Photoshop. Что-то она долго запускается у меня. А вот все, она запустилась. Последняя версия программы 3.10. Хорошая программка, тоже позволяет много чего интересного делать. Можно тут как в стандартном Paint что-нибудь нарисовать. Например, вот нашего любимого ботаника R21. Флегу, например. Или кого-нибудь еще. Вот. Это если что буква Г, это я просто неправильно нарисовал. Вот. Буква Г. Может показать, что это Пэта, но я написал Пэта. Вот так. Можно выходить из этой программы. Нет, не сохранить изменения. Написана программа на Microsoft Nextdoor. И у нас получается все, да, по программам. Так, Daemon Tools я уже показал. По программам все. Теперь переходим к темам. Посмотрим. По умолчанию стоит тема Рояль. Рояль это легендарная тема, взята с Windows XP Media Center Edition. Там ее первое появление. Windows XP это стандартная тема. Вот такой вот прикольный курсор. Вот перед вами стандартная луновская тема Windows XP. Opus OS это тема, которая применяется во многих различных сборках, ребята. Во многих сборках Windows я часто эту тему замечаю. Прикольная достаточно тема. Ничего прям такого лишнего. Рояль 2. Это уже попытка пародии на Windows Vista. Курсор мой любимый, которого я называю Копье. Вот такая вот тема, которая как бы пародирует интерфейс Vista. SD Vista 4.0 это какая-то тема
тоже пародирующая Висту. Выглядит она вот так. Конечно, на Висту это вряд ли будет похоже. Тем не менее. И на работе стоит надпись: Зверь. The Ultimate Windows. Максимальная Windows от зверя. Windows Ultimate. Тема, которая была еще в чипе. Только в чипе отличается фоновый рисунок. То есть в чипе был другой фоновый рисунок, а здесь уже прямо зверь ОС. И полоски из обои Аврора, той самой легендарной обоины, которая в нулевые была бешено популярна. Так, классическая тема, но это классика. Вот это классика, ребята. А-ля Windows 95, 98 и 2000-я винда. Ладно, вернем тему рояль и посмотрим обои. Обои посмотрим. Есть авто. Видите, какая красивая аудио. Это обои формата 4:3 в то время. В то время, к сожалению, 16:9 не было актуально. Так, мотоцикл есть какой-то интересный. Вот такой вот красивый мотоцикл здесь. Виста. Это картинка Висты. Это Аврора. Или, правильнее сказать, тема, или даже не тема, а обоина из самой Windows Vista. Но там она по-другому совсем выглядела, чем вот это. Просто обоина с надписью «Обои». О, а вот и сама стандартная обоина от Windows Vista под названием Windows XP. Интересно. Windows XP ночь. Такая же обоина, только с ночным небом и логотипом Microsoft Windows XP. И звери. Это, естественно, сам зверь, можно сказать. Кто это, я не знаю. Может быть, пантера это или не знаю. Какое-то дикое животное, я не знаю. Без меча здесь вы уже видели. Ветер. Неплохая, кстати, обоина. Ряд, например, есть. Тоже, короче, неплохая обоина. И даже трава, ребята, тут есть. Видите, какая красивая трава. Вот такая красивая травочка, красивые вот эти обои. Не хуже, чем в чипе. Хотя у чипа и зверя одинаковый был приоритет обоев. Главное, чтобы было очень красиво. Давайте поставим, наверное, обратно, как было, безмятежность, чуть-чуть переделанную под зверь, можно так сказать. В общем, можно сказать следующее, подведя итог. Сборка очень интересная, зверь набирала бешеную популярность в нулевые года. Особенно, когда выходила Windows Vista и сборщики сборок Windows делали свои сборки и косили их под интерфейс Windows Vista. На этой чудесной и классной ностальгической ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Рассказывайте о канале своим друзьям, делитесь этим видео в других социальных сетях. И не забудьте поддержать мой канал по возможности доната. Ссылочки я все оставлю в описании под этим видео. Также в описании под этим видео вы найдете ссылку на мои другие социальные сети, на телеграм-канал, Discord сервер, канал и чат в ICQ, на группу ВКонтакте. Все ссылки в описании, присоединяйтесь. Там я публикую постоянно различные новости, интересные факты, новости своей, так скажем, жизни и анонсы к новым видео. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание и хорошего всем настроения, друзья.